Приветствую вас, друзья. Ну что ж, я сегодня решил сделать разбор такой вот приставки контроллера GameStick Pro. Ну, контроллер, точнее говоря, это пульты уже, да, или же джойстики, как их, в общем-то, по-разному называют. По сути, геймпад, приставка, GameStick. Я думаю, вы видели их много, они сейчас очень популярны, продаются в сети, и без проблем можно найти на любом рынке, на Алиэкспрессе и на наших всяких вайлдберрисах с озонами. Я сегодня сделаю обзор на вот такой вот вариант приставки. Я купил именно ее, хотел другую, более мощную, но, к сожалению, там, где я ее заказывал, не было возможности ждать долго. Хотел под Новый год себе подарок сделать, и, в общем, поэтому в итоге пошел на такой вот компромисс. Значит, расскажу про ее возможности, про возможный ее апгрейд, потому что сделать его желательно, ибо исполнение с точки зрения железа, да, технически, оно здесь, конечно, такое китайское, короче говоря. Расскажу о том, на чем оно нормально работает. Ну, в общем, все нюансы, с которыми я столкнулся уже за несколько недель пользования этой приставкой, о них я расскажу в данном видео. В общем, поехали, друзья. Надеюсь, будет интересно. Ну что ж, значит, приставка идет в вот такой вот небольшой коробке. Здесь есть вся необходимая информация, но здесь все на вьетнамском, я из Вьетнама ее заказывал. Вот, собственно, так она выглядит. Она может поставляться в разных комплектациях с точки зрения внешнего своего вида, где-то это видел, да, вот. Значит, они могут быть вот такие, какие они здесь изображены на рисунке. И при этом у меня версия на 128 гигабайт, то есть у меня флешка довольно-таки объемная. Там большое количество игр, и я, конечно, советую брать именно 128, потому что 64 это объективно мало. То есть средняя игра на PS1 там 200, 300, 400 мегабайт, а на PSP то это уже там и 700 бывает, и 800, бывает и больше, ну больше там свои уже приколы. Вот, значит, контроллеры какие здесь есть, то бишь джойстики, или как называли в 90-е пульты. Вот такие. Ну, этим конкретно я не пользуюсь, он второй. Вибраций здесь нету, батарейки в комплекте не поставляются, придется их купить отдельно. Так, вот эти штуки нам еще потом понадобятся. Что еще? Да, в принципе, это крышка от самой приставки. Приставку я достал. Сейчас я ее покажу. Оранжевый джойстик выглядит вот так. Включается, ну, многие как бы имеют трудности, да, с включением. Зажимаются вот эти вот две клавиши, то есть старт и домой, или как она называется. Клавиши пластиковые, обычные пластиковые клавиши. Все работают, держатся, в общем-то, удобно. Они довольно легкие. Аналог тоже работает неплохо. Без проблем. Главный джойстик тот, который включится первее. Так, дальше давайте двигаться. Смотрите, я, может быть, в следующих видео, ну, если будет интересно, голосуйте, в общем, покажу именно интерфейс и что вообще там можно делать, и как, какие игрушки работают. Но сейчас можете мне так поверить на слово и посмотреть на, скажем так, технико-физическую составляющую этой приставки. Вот так выглядит сама приставка. У нее есть свистулька для джойстиков, у нее есть карточка на 128 гигабайт. Очень часто задают вопросы в интернете по поводу того, если вот, мол, купить карточку побыстрее, сильно ли это повлияет на игру приставки. Никак не повлияет, потому что здесь, если это 128, ну я не знаю просто какие идут, 64, но это довольно быстрая карта, и в принципе разницы там не будет особо никакой в плане скорости игр. То есть там проблема не в том, что нужно какое-то постоянное считывание. То есть здесь же есть оперативная память, и как бы оттуда все достается. Но сам по себе чип, он, конечно, имеет ограничения. Он на уровне, ну, таких средненьких телефонов, примерно 2014-2015 года. Это процессор Amlogic S905L и видеочип Mali 450 MP5. Скорее всего. И мощностей ее на какие-то мощные игры типа Vice City Stories, например, уже не хватает. Ну, я эту приставку, естественно, уже разбирал. Все-таки у меня канал про, так скажем так,
определенные апгрейды и улучшения. Вот, поэтому здесь я, естественно, тоже предпринял ряд манипуляций. Значит, в чем они заключались? Вот так она выглядит, эта приставка, изнутри. Значит, смотрите, здесь вот это, по сути, черный, да, это такой вот радиатор, в общем, теплоотвод, да, он своеобразный, конечно. Там липкая такая субстанция, короче, прокладка термопроводная, да, вот, но как бы не сказать, что она в стоке хорошо справляется со своими задачами. На оперативную память я положил под термопасту кусок металла из блистера из-под витаминов, потому что сама по себе приставка в процессе игры, чем игра более нагружена, тем сильнее она, конечно же, греется, и там есть встроенный датчик температурный. Мне оно показывало, что разогревается до 71 градуса. То есть это весьма немало, 71 градус. Поэтому этот вопрос желательно каким-то образом решать. Каким образом? Ну вот я вышел из ситуации следующими действиями. Значит, во-первых, если брать корпус, то корпус у нее, конечно, не продуман нормально. То есть он, в принципе, полностью закрытый изначально. И есть вот эти вот изначально в стоке отверстия по центру, которые, в принципе, закрывают вот так вот приставку. И вообще, когда смотришь первый раз со стороны, кажется, что вот этих отверстий нет, либо они какие-то бутафорские. То есть, но они есть. Но их, естественно, недостаточно. Поэтому вот эти вот боковые отверстия, они муляжные. Их я, так сказать, прожег паяльником, потом шкуркой обработал. Ну, в идеале, конечно, надо напильнички такие, знаете, как для ключей, там, небольшие такие, маленькие. Вот ими очень хорошо было бы обработать вот эти все отверстия, но у меня, к сожалению, их под рукой не было, поэтому паяльник и полоски наждачной шкурки, то есть вот примерно так это все вышло. Эти я сделал сверху, по бокам, вот с одной стороны, вот с другой стороны. И сделал на вот этой стороны снизу. Эту я уже не стал ковырять, уже черт с ней. В принципе, и так этого будет достаточно. Это снизило температуру примерно, ну, почти градусов на 10. Ну, я, конечно, понял, что этого все равно недостаточно. И я купил на маркетплейсе вот такую вот приблуду для охлаждения телефона. Тоже, если покопаетесь, вы без проблем найдете. Вот такая вот штука. Очень банальная, очень простая. USB и вентилятор. Самый обычный кулер, который вот так вот крепится на телефон. Здесь есть такая пружинка. Вот сюда телефон вставляется. И, в общем, это его охлаждает. В принципе, ну, наверное, имеет смысл, если в какие-то нагруженные игрушки играете, он еще там разными цветами переливается, потом покажу. Но для приставки это оказало сумасшедший эффект. У меня теперь температура не поднимается выше 49 градусов. То есть 49, 48, то есть в режиме простоя там где-то 46-47. Ну, когда поднагружено, там особо сильно больше 50 не поднимается. То есть это результат, конечно же, шикарный просто. В комплекте с приставкой идет кабель питания. Здесь microUSB обычный, да, и сейчас фокусируем его. Да, обычный microUSB, USB. Но он как бы коротковатый, но мне просто надо было подлиннее. Этот вдвое свернул. Вам, может быть, хватит, не знаю, мне нужно было длиннее. Поэтому там пришлось немножко изгаляться, либо брать другой. Вот такой. Потом я купил себе давно еще блок питания на 2 разъема USB. И в идеале, конечно, чтобы у вас приставочка питалась от блока питания, но не выбирайте какие-то там современные, мощные, вот эти все там неадекватные там с турбозарядкой на 40 Вт и все остальное. То есть не стоит такого делать, лучше взять какой-то из обычных там стареньких, простеньких, там если у вас где-нибудь завалялось старое зарядное устройство, то вот оттуда можете взять, это будет нормально. Потому что я не уверен, насколько там адекватно работает железо, которое регулирует мощность тока, который поддается на приставку, насколько оно там справится. Почему важно, допустим, отдельное питание, да? Потому что на
в вашем телевизоре, там даже если есть USB разъемы, все равно может его так или иначе не хватать. То есть это все-таки, как ни крути, фактически мини-компьютер, да, как там телефон, я же говорил, образца там 14, 15, 13 года, в зависимости от того, какой мощности. Вот, поэтому желательно, чтобы она была в этом смысле энергонезависима, потому что на телевизорах встроенные USB-шники, они, как правило, не отличаются особой какой-то мощностью. Теперь несколько по поводу игр, пока я сейчас все буду собирать. Моментов, значит, она без проблем, эта приставка тянет PS-ку первую, то есть вообще абсолютно спокойно, безо всякого, всякие там тейкины, краши, бандикуты, это запускается вообще без вопросов, то есть любая игра с первой PS идет безо всяких проблем. Ну и все, что соответственно ниже, все, что проще, тоже справляется достаточно неплохо. Значит, по поводу Sega Dreamcast, здесь есть нюансы с эмуляцией, потому что на нее требуется, если честно, вообще непонятно какой формат, то ли CDI, то ли там что-то CHD, по-моему. В общем, их там два самых распространенных. Я пробовал и такой, разные, короче говоря. Она какие-то ест, какие-то не ест, и в итоге периодически вылетает, то есть работает не слишком адекватно. Да, еще, кстати, будете вытаскивать карточку, имейте в виду, что вот у нас лицевая сторона, а карту мы вставляем, ну, как бы с изнанки, то есть вот так. Там пружинка, все стандартно. Она защелкивается и все, проблем нет. Вот. По поводу PSP, там есть нюансы. Как я уже сказал, Vice City Stories, она, к сожалению, не работает. В смысле, она работает неудовлетворительно, да, для того, чтобы можно было нормально играть. Я пробовал там играться с настройками, делал меньше, проще. Если людей нет, транспорта нет, то больше 22 FPS, 25, ну никак не вытягивает. То есть, конечно, до апгрейда системы охлаждения была еще хуже ситуация. Вот. После стало как-то так. То есть в районе 20 с лишним, это если нет NPC вокруг. А если вы там прете по трассе, то ну там 13 FPS, то есть, как вы понимаете, 13 кадров в секунду это полное дно. То есть играть нормально в такую игрушку невозможно, к сожалению. И от охлаждения это уже никак не зависит, то есть это полностью упирается в мощность вот этого процессора. Есть версии с процессором 922 или 905 такой же, как этот, но 905, по-моему, X. То есть этот 905L, а есть 905X, или там X3, или что-то такое, он мощнее. Ну, лучше, конечно, либо 922, либо 905X. И вообще я изначально хотел покупать не эту версию, а GD30. GD30, ну, у вас все картинки там будут появляться по мере моего описания. На сегодняшний момент, вот как я понял, из такого рода приставок это самая мощная GD30, но, повторюсь, я ее не нашел. То есть, если вы прямо вот кайфануть хотите, да, то я бы, наверное, советовал брать ее. Но, честно скажу, я не нашел достоверной информации о том, какие именно процессоры стоят в GD30. Но я знаю, что там больше оперативной памяти, чем здесь. Она рассчитана под 4 джойстика, то есть там 2 разъема. И у нее есть выход в интернет. То есть там в любом случае, скорее всего, она мощнее однозначно, чем вот эта. Ну, кому интересно, что за там начинка, на чем она, если память не изменяет, на Linux стоит. Здесь вот этот эмулятор EmuElec, версия у меня 3.9. Хотя на коробке написано 4.3, но это не так, 3.9. Можно, конечно, ее пробовать там перепрошивать и все остальное, но я понимаю, что радикально на ее скорости особо это не скажется. То есть то, что она выдает, то она выдает. Все приставки, которые по уровню ниже PS-ки, ну, кстати, еще Nintendo 64 тоже, может, если вы найдете, какие-то там тоже были годные 3D-шные игрушки на Nintendo 64, в принципе, можно тоже поиграть. То, что касается Dendy, есть, конечно, косяк, который меня не устраивает очень сильно. И я не смог пока что найти на него решение. Не знаю, если вы найдете, может быть, там в комментариях отпишитесь или еще чего. Это то, что кнопки А и Б, они в этой приставке, они перепутаны местами.
То есть с 90-х годов руки-то помнят, где прыжок, а где удар, да, где там прыжок, а где действие. Но здесь это наоборот. И в самом эмуляторе невозможно поменять эти настройки. То есть вы можете зайти в главный интерфейс, откуда вы уже выбираете, что эмулировать, во что играть. Там вы можете это поменять. Только, правда, вопрос непонятно нахрена. То есть, ну, типа вы там переключаете, какие игры выбирать, какие сохранять там и все остальное. Где там избранное добавить, где там между страницами листать вот этими, да. Но ну и толку от того, что ты это поменяешь. То есть, как бы, оно погоды никакой не делает. И эти изменения, которые вы вот в этой самой главной оболочке делаете, они никак не отражаются на играх самих. И это, конечно, проблема. Потом вы заходите в эмулятор Dendy, и у вас управление совершенно другое. То есть не то, к которому мы привыкли с 90-х годов. И здесь я не знаю, как это решать, но народ там мутит, конечно, всякие разные штуки, типа перепаять здесь схему, но, на мой взгляд, это уже перебор, потому что, ну, то есть, если вы покупали только под Dendy, может быть, это актуально. Но, допустим, нафига это делать, если вы можете переназначать клавиши, когда вы в PSP играете. То есть, там это уже внутри игры, зажимаете Start и Select, выходите в меню, внутри этой игры, и как бы меню настройки эмулятора, но уже непосредственно PSP-шного эмулятора, а не главной оболочки. И там вы можете поменять клавиши. Во всех остальных такой, к сожалению, опции нету. То есть там просто старт нажимаешь с селектом вместе, и тебя выкидывает в настройки эмулятора, и максимум, что ты там можешь сделать, это сохранить, загрузить, ну и там перезапустить. Вот такая всякая ерунда, то есть она никак не помогает в том, чтобы перенастроить джойстик. Так что, если у кого-то будет решение более гуманное, чем перепаивать провода, вскрывая джойстик, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я пока, к сожалению, не разобрался. Но вот эту штуку очень рекомендую поставить. Она там стоит 150-200 рублей, но она вам может и так пригодиться для вашего телефона, но и для приставки она очень сильно разруливает с точки зрения температуры. И, в принципе, это является гарантией того, что какие-то игрушки попроще, которые на PS вы там будете запускать, ну, я в них, если честно, не особо разбираюсь, но что у меня реально тормозило, это вот действительно Vice City Stories, то есть там прям это ощущалось. Все остальные, ну, уже значительно проще, поэтому дальше уже смотрите, как вам будет все это. Ну, пожалуй, все. Подписывайтесь, там, ставьте лайки, пишите обязательно свои соображения, может, кто чего придумал, как там из разных этих ситуаций всех выходить, кто чего покупал. Но, честно скажу, вот продаются приставки такие, знаете, короче, они в зеленого цвета, тоже, что будет у вас картинка на экране. Вот эти я реально не советовал бы брать, потому что они совсем тупенькие. То есть вы там даже в PS1, там, в Taken, в Бандикута вы нормально не поиграете. То есть там даже такого уровня консоли подтормаживают прям очень сильно. А вот эти уже идут нормально. Я скину в описании видео с одного канала, где автор канала делал очень классный разбор на все виды приставок, которые на сегодняшний момент вот есть на рынке и которые можно купить. Ну и так, чтобы как-то, знаете, там не попасться в просак, потому что там кое-где пытаются там надурить, так сказать. Я именно по этому обзору, этому руководству я как раз выбирал приставку. То есть я понимал, что либо вот такую с оранжевым джойстиком, либо GD30. Но GD30, к сожалению, не заказал. Ну что ж, все. Всем пока. Спасибо за внимание.